и это моя боярская изба. Увлекаюсь ретро-тачками. На самом деле это одна из моих ошибок. Так, ну и лайфхак для банщиков. Специальный человек делал эту дверцу. Но это фактически большой шкаф, в котором есть унитаз. Системы хранения могут быть в лестнице. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Всем привет, меня зовут Георгий, и это моя боярская изба. Занимаюсь я маркетингом, продвижением в интернете, увлекаюсь ретро-тачками, ну и прочими штуками, связанными с историей, старыми вещами и прочим разным хламом. Расскажи, где мы находимся, что это за место? Я знаю, оно тоже с историей. Да, этот участок был интересно найден. Это фактически Хомутовский тракт, старинное шоссе с екатеринских времен существующее, сейчас уже заброшенное, просто просека в лесу. И, соответственно, на части этого тракта стоит этот дом. А сколько здесь квадратных метров в доме? Сколько комнат? В доме около 350 квадратных метров, 5 спален. Расскажи, ты его строил сам или тебе кто-то помогал? И какие у тебя задачи стояли, когда ты занимался стройкой дома? Это полностью мой проект. Я его придумал, я его родил. У меня, конечно же, был архитектор, Костя, привет, который все мне помогал по технической части. Но в целом это мой проект, который и снаружи, и внутри придумал я. Это больше смесь боярского дома с австрийскими шале, которыми я вдохновлялся, когда ездил в горы кататься. При постройке этого дома был использован единственный принцип – это честность. То есть то, что мы видим, это оно и есть. Я не использовал гипсокартон, я не использовал какие-то такие пластиковые вещи, за исключением окон, наверное. Первый этаж каменный, построенный по принципу облицовочный кирпич, утеплитель, блок 380, а второй этаж – это сибирский кедр, срубленный вручную, обработанный грубо. Фактически это дикая изба такая. Основное помещение – это вот эта комната, огромная комната со вторым светом. Далее небольшая гостевая комната с санузлом, санузел отдельно, топочная, огромная мастерская-гараж. На втором этаже балкон, спальня с балконом, спальня, библиотека, мастер-бедрум и санузел. Ну давай начнем снаружи, да, посмотрим на дом. Расскажи про его отделку и из чего он построен. Первый этаж – это облицовочный кирпич, утеплитель и блок. Важное упоминание – это керамоблок, это не пеноблок, лучше держит тепло. С точки зрения теплоизоляции дом отлично получился. Но у этого есть минус обратный. Плохо проходит сигнал сотовой связи, поэтому внутри у нас Digital Detox. Второй этаж – это сибирский кедр, специально привезенный из Сибири, срубленный и обработанный вручную. Это дикий стиль. Соответственно, это некий микс между боярской избой и австрийским шале. Очень красиво. И сразу вопрос, чем обрабатывали дерево снаружи? Дерево снаружи обрабатывали по старой древнерусской технологии конопляным маслом. Вру, кунжутным. Да, это маслом. древняя русская технология. Как будто бы раньше так делали. Не уверен, что могу это кому-то посоветовать, потому что у этого есть обратная сторона. Масло липкое, оно до сих пор собирает на себя пыль. И я думаю, нужно будет покрывать еще раз. А вот это темное, что на дереве, это вот как раз таки это пыль? Как правило, это пыльца или пыль. Угу, и она просто со временем темнеет. Да. Угу, но при этом не гниет, нигде не просачивается влага. Нет, нет, нет. Угу. А крыша из чего сделана? На самом деле это одна из моих ошибок, от которых никто не застрахован. Крыша сделана из металлочерепицы, и проблема вот в чем. Когда у крыши малый угол, снег сам не сходит, и поэтому происходит следующий процесс. Во время зимы с накоплением толщины снега нижняя часть подогревается домом неизбежно в некоторых местах, и образуется лед. Угу. И вот этот лед, ничего с этим сделать невозможно, кроме как его физически оттуда убрать. Он в некоторых местах дает протечку по кровле,
Боремся с этим уже не первый год, но я думаю, этим летом победим окончательно. А сколько дом вообще уже живет на этой земле? Сколько ему лет? Ну, ему уже около 10. Ага, ну то есть вы уже поняли, где уже какие ошибки, что стоило делать, что не стоило делать. Может быть, есть еще какое-то решение, которое ты точно бы не советовал? Или наоборот, вот который 100% с пристройки дома ты бы повторил или кому-нибудь сказал, вот так точно стройте? Ну, подобная форма крыши мне по-прежнему нравится. Я бы ее повторил, но, наверное, не с металлочерепицей. Вопрос, с какой кровлей. У нас так вообще не строят в России, и специалистов именно по плоской кровле, по фактически плоской кровле, мало. Возможно, стоило гидроизолировать все целиком. Вот. А какие еще ошибки? Я думаю, мы сейчас прогуляемся, я их вспомню. Так вот сходу я что-то как-то не могу. А расскажи про фундамент этого дома. Давайте расскажу вообще, как он вырастал. Да? Для начала начнем с того, что мы находимся в Подмосковье. Это Ярославское направление. И судя по деревьям, те, кто разбирается, можно понять, что здесь глинистая почва. Хвойные обычно на глине растут. Песка практически нет, редко где-то попадается. Поэтому нам пришлось выбрать фактически чашу под дом, залить периметр, углубившись на почти 2 метра. И сверху это залитая целиковая плита. Фактически дом у меня может плавать. Но только не по воде, а по глине. То есть это такая специальная технология именно для таких почв? По-моему, она даже называется шведская плита. Я вот боюсь обмануть, но как будто бы да. Угу. А по поводу остальных коммуникаций. Здесь газ, да, как я понимаю, он был изначально проведен? Нет. Так как я решил отапливать дом теплым полом, водяным теплым полом, было принято решение закопать газгольдер, чтобы был привозной газ. Поэтому дом круглогодично отапливается. Это система «Умный дом», приложение в айфоне. Я всегда могу регулировать температуру, какую, где, что подогреть или, наоборот, охладить. И, соответственно, из коммуникации здесь не было ничего, кроме электричества. Скважину тоже пришлось бурить. Забурились на почти 60 метров. Воду сдавали на анализы, на тесты, как это правильно называется. Вода шикарная, все гости приезжают, забирают ее с собой. А по поводу канализации тоже, соответственно... Септик. Обычный септик. Да. Угу. Ну и невооруженным глазом видно твою коллекцию, про которую ты говорил. Расскажи вообще про это место. Еще специальный гараж построили тоже. На самом деле стиле. Не гараж, это навес. Угу. Гараж отдельно, мы его еще покажем. Это машины, ожидающие своей участи, реставрации. Ну, некоторые из них в хорошем состоянии, а некоторые требуют внимания. Соответственно, они здесь зимуют. Вот, например, 21-я «Волга» буквально через месяц поедет в перекрас. Они у тебя все на ходу? Да, они все на ходу. А какая любимая? О, это сложный вопрос, как с детьми. Не бывает любимого сына или дочки. Это ГАЗ-69, армейская фактически машина 60-х годов. Его история связана с тем, что у меня отец, когда служил в армии, на такой тачке катался. Он очень его хотел. Вот. Но, к сожалению, опять же, как появился навес. Еще один нюанс. Для тех, кому нравятся эти деревья и хочет участок в лесу. Меня предупреждали друзья на старте, но я как бы сказал, что я с этим справлюсь. Иногда деревья любят падать. За 10 лет последних ураган был 3 раза. И как-то раз ко мне на участок прилетела береза от соседа и попала по газику. Сейчас у него капот другой, старый капот, вот он, помятый, стоит. И после этого появился навес. Да. Да. А как он вообще на холоде стоит за машинам? Ничего? Или ты каждую прогреваешь по очереди? Ну, я прогреваю периодически, но вообще им стоится ничего. Главное, чтобы влаги не было. Главное, чтобы сухо было снизу и сверху. Так, ну, с забором тоже, как водится, заморочились. Сложили столбы, под забором есть фундамент, а промежутки сделали тоже из честного материала, из лиственницы. Соответственно, почему лиственница? Ну, потому что она не боится влаги. И вроде как она крепкая, надежная и на века. Вот проверим, ей уже почти 10 лет. Все, что с ней случилось, она просто потемнела. Но как бы есть у меня сомнение, что 100 лет она простоит. Это баня, как я понимаю. Расскажи тоже, из чего она построена, из какого материала? Все очень просто. Это тоже честная баня, но на свайном фундаменте.
решил попробовать и как будто бы не ошибся. Свайный фундамент, на самом деле, если сделан хорошо, он хорошо работает. Построено просто из бруса, собран каркас, фактически это каркасное здание, и большую часть из него это остекление в пол. Мне почему-то казалось, что это будет здорово, и это действительно классно смотрится, но есть один нюанс. Когда ты выходишь из парной, все резко запотевает, и ничего не видно. И этот кайф пропадает. Но он становится другой. А можем зайти? Давай посмотрим, Конечно, что зайдем. внутри. Расскажи про внутреннюю отделку, и я вижу здесь такая проводка наружная, сразу такой стародачный какой-то эффект, как и эти места. Сразу вспоминаются какие-то старые дачи. Ну, стилистически да, но у этого есть и практическая сторона. Пожароопасность у бани всегда высокая, вообще как у здания. И было решено проводку делать наружную. Если вдруг что-то пойдет не так, где-то замыкание, где-то коротнет, это всегда увидишь, поймешь где, обесточишь и так далее. Поэтому да, здесь наружная проводка, купленная где-то на строительном рынке, это вообще сейчас не проблема. Это стилизация, конечно, это не какие-то керамические там вот эти сердечники, это все современное, пластмассовое. Нет. Не обманул сам себя. Нет, это не ерундовое. Что-то хорошее, да? Что-то хорошее, да. Оказалось. Вот. Ну, еще у нас здесь портал, так называемый. Здесь печь для парилки с фактически печь-камин с большим стеклом. Да, и это старый мраморный из черного мрамора пакистанского порталчик. Такой здесь примастырили. Да. Давай посмотрим парную саму, сердце Давай. бани. Заходим, Заходим? Да? Ну, окей. Ну, небольшая банька. Можем сейчас попариться, посидеть в шубейке. Пару прикольных фишек. В печке есть специальные керамические такие пластины, на которые можно поддавать. Они более высокую температуру держат, поэтому пар получается мягче и приятнее. Ну и достаточно популярные, но тоже, может быть, кто-то не знает, соляные плафончики, которые во время парения, во время влажности отдают соль, которой полезно дышать. Так, ну и лайфхак для банщиков. Открытие прошлого лета, раньше не знал почему-то, это силиконовые ведра. Во-первых, в них удобно таскать большое количество воды и помещается достаточно большое количество веников. Всем рекомендую. Так, ну и санузел небольшой с бойлером и душиком. Здесь отопления нет дополнительного, Нет, только все это от холодное печи. здание, да. Ну, печь протапливает круто, а так электричество. Ну, пойдем смотреть на мой дом. Инфракрасненький. Да, пойдем. Это один из главных входов. Есть прихожая, ну, она такая небольшая. Ну, мы чуть просто, позже к ней, да, вернемся. да, просто повесить вещи. А это главный тусовочный вход. Когда приезжают друзья, и мы жарим что-нибудь, то мы ходим здесь. Расскажи по отделке, да, насколько тяжелым было вот это вот решение именно с этими бревнами? Повторил бы ли ты сейчас его? Ну, на самом деле сложно. Конечно, мне нравится то, что получилось, но второй раз в эту реку заходить я вот не уверен, что был бы готов. Это действительно очень трудоемко, дорого. Для того, чтобы строить дом из такого диаметра, это там 50-60, в зависимости от бревна, нужен кран. Кран ежедневно должен стоять на твоем участке, он оплачивается посуточно там, и так далее, и так далее. Как же он сюда разместился, этот кран? Он же, наверное, еще такой длинномерный. Этот кран сам себе привез и разгрузил плиты, на которые он встал. Потом он построил этот дом, уехал, забрал эти плиты и положил их в место в лесу, где я решил себе организовать лесную парковку. Вот. Но по факту не только кран проблема. Проблема в том, что это все делается вручную, специалистов мало, специалисты дорогие, это ручная рубка. И они все расписаны на годы вперед, их еще и ждать нужно. Был момент, когда у меня чуть-чуть строительный материал закончился, чуть-чуть не хватило. И чтобы потом перезапустить эту историю, когда бревна приехали, мне пришлось ждать, по-моему, 1,5 года. Потому что люди были просто заняты. Ого, а сколько вообще по времени строился дом? Ну, он немножко растянулся. Стройка дома в целом заняла около 3 лет. Это без внутренней отделки.
Но это просто стечение обстоятельств, которые нельзя было победить ни деньгами, ни связями. Давай перейдем ко второму варианту отделки, да, в этом Первый помещении. этаж. Первый этаж, да, из чего он? Окей. Первый этаж – это керамоблок, соответственно, заштукатуренный. У этого есть только один минус. Керамоблок полый внутри, поэтому если вы сверлите в стену что-то, недостаточно просто загнать туда дюбель. Нужно так называемыми химическими анкерами работать. По факту просто штукатурка, просто покраска, без каких-то идеальностей. Дом не идеален. Я всегда об этом не устаю напоминать. Сразу с порога видно, какие у тебя есть хобби, да? Можешь про них рассказать поподробнее? Вообще раньше, до вашего приезда, здесь стояла ударная установка. Мы здесь иногда с друзьями устраивали небольшие домашние концерты. Ну, там есть несколько гитар здесь стоит, там бас-гитара обычная. Вот, это, соответственно, музыкальный кусочек. А здесь выставлены мои серф-доски были, сейчас только одна, потому что остальные сейчас в ремонте. Ну, соответственно, это маленький спортивный уголок с пальмами. Это же у нас серф, значит пальмы. Также использован старинный кирпич. Старинный кирпич, специально привезенный из Тверской области. Разобрали усадьбу. Я попросил этот кирпич очистить от раствора и сложил из него внутренние стены. Наружные делал из современного облицовочного кирпича, потому что это более энергоэффективно. Потому что облицовочный кирпич, он полый внутри, лучше удерживает тепло и холод. К слову о холоде, летом в доме не нужна система кондиционирования около 18 градусов. В самую-самую жару, 35, там, 40, сколько угодно. Здесь даже иногда летом включаю теплый пол, потому что холодно ходить. Кстати, насчет полов, из чего полы? Это плитка. Керамогранит. Это керамогранит, брошированный, да. Значит, почему он? Я изначально хотел деревянный пол. Но специалисты, которые делали мне систему теплых полов, сказали, что дерево – это очень хороший изолятор, и он будет хуже проводить тепло. Можно попробовать что-то тоненькое, типа ламината, но опять же, мы за честные материалы, ламинат не очень хотелось использовать, хотелось доску использовать. И пришлось переобуться в сторону плитки под доску. Но я как бы не позиционирую то, что это деревянный пол, он визуально может быть и похож, но все же нет. Но это оказалось решением. А теплый пол водяной здесь? Теплый пол водяной во всем доме и на первом, и на втором этаже. И на втором этаже тоже такой же керамогранит? Да, мне вообще эстетически не нравятся батареи, какие бы они классные и красивые ни были. Я решил, что батареи не нужны. Меня стращали знакомые и говорили, что это нельзя, точка росы, у тебя будут конденсат на окнах скапливаться, будут влажные подоконники. Особенно где окна в пол. Да, это все не так. То есть, если все правильно, корректно рассчитано и сделано, там, кстати, где второй свет, вот где остекление, там удвоенный теплый пол, он еще теплее, чем... А как понять удвоенный? Ну, просто змейка чаще. Вот. И нет никакого конденсата. Теплый пол – это реальное решение для дома, для просто ежедневной жизни. Расскажи еще про кирпич. Ты знал, что эта усадьба будет разбираться? Ты как-то специально его искал? Или как произошло вот именно такое решение? Ну, я на самом деле специально искал. Есть специальные конторы, которые этим занимаются. Объявление о том, что продается старый кирпич. Мне пришлось связаться с человеком, потому что обычно старый кирпич используют для какой-то ерунды, ну потому что по дешевке, как будто бы, да. Вот, я связался с человеком, объяснил, для чего он мне нужен. Человек услышал, мы с ним договорились о том, что кирпич будет очищаться вручную, каждый кирпич. Часть усадьбы, которая разбиралась, сносилась, приехала ко мне. И, кстати, подписывайтесь на все площадки In My Room. Там есть классные идеи для интерьера. А если вы, так же как и я, хотите стать участником рум-тура, то присылайте свои фотографии своей квартиры или дома на почту. Давай перейдем к кухне. Да? Из чего сделан сам гарнитур? Очень все просто. Это последний вагон Икеи разгрузился. Это Икея? Да, кухня Икея. До этого здесь была другая кухня. И я как будто бы считаю, что кухня не может стоить больше какого-то определенного количества денег. Какие-то миллиарды за кухню для меня странно, потому что, ну, вроде бы раз там, в 5-6 лет она должна обновляться. Вот, поэтому это Икея, это последний вагон Икеи разгрузился. Часть
Заказа не доехало по известным причинам. Вот, и часть этой кухни пришлось добирать в Литве. Ездить на машине, добирать ручки, там еще какие-то штуки. А столешница? Столешница заказывалась отдельно. Долго выбирал между честными материалами, мы же за правду, да, и какими-то современными. И вот по столешнице выбор пал на корейский камень, как это правильно называется, это искусственный мрамор. Еще есть кварцевый агломерат. Вот что-то такое, он? точное название не вспомню. Чем он лучше? Он не впитывает ни вино, ни цветное, ни грязь, ничего. Он удобно пилится в любой вам размер, не нужно специальное устройство использовать для этого. Он удобен в монтаже, и его размеры достаточно массивные. Для меня оказалось это удобнее, чтобы делать такие длинные пролеты. Стыки у меня только в 2 местах. Класс. Давай посмотрим по наполнению. Ты вообще Давай. любишь готовить? Тебе хватает хранения на кухне? Но у тебя достаточно большая. Кухня большая, здесь хранения хватает, все удобно очень расположено. Готовить, конечно, да. Очень часто здесь с друзьями собираемся и кашеварим. Ну, давай посмотрим что-нибудь. Давай посмотрим. Приоткрой идите. нам Давайте. занавес тайны. Здесь у меня кастрюльки хранятся. Все достаточно просто. Здесь сковородки, часть из них в посудомоечной машине тусуются. Никогда не любил посудомойки, но эта посудомойка покорила мое сердце. Ты все моешь руками? Ну, я люблю мыть посуду руками, да. Медитативное занятие. Да, медитативно. Ну, всяко разно. Здесь для каких-то губок и тряпочек пространство. Вилки, ложки. А дизайн кухни делал сам или кто-то тебе помогал? Вот эти вот открытые полочки для декора, в целом остров, вот как это все выглядит, это все ты сам придумывал? Как будто бы оно естественным путем рождалось. Что-то подсказывали, что-то сам придумывал. Но вот мне, например, всегда хотелось из нержавеющей стали какие-то элементы на кухне. Как можете заметить, здесь не хватает вытяжки. Да, ее сейчас делают, да, как раз из нержавейки тоже. Нетривиально, высота потолков, я не могу купить готовую. Нет размеров таких, и доборов, и ничего, поэтому многие вещи заказывались вручную. Но самая гениальная вещь, которую я подглядел у своей подруги Адели, это мусорное выдвигающееся ведро на верхнем уровне. Потому что после того, как ты что-то поготовил, порезал, какой-то мусор ты просто так и сюда сдвигаешь. Здесь 2 ведра, одно для бумаги, а другое для прочих отходов. Очень удобно. Да. И плита, получается, на газу. Плита газовая, да. Угу. Ты из той гвардии, которая любит готовить на газу, правильно? Электродуховка и газовая плита. Как будто бы на газу удобнее дозировать вкуснее из печи. Это да. Которую я покажу вам позже. Ты тоже готовишь в печи? Туда можно что-то запихнуть, горшочек маленький какой-нибудь. Расскажи про остров. Он очень классный, тоже вместительный. Он, наверное, у тебя сделан под заказ. Расскажи, из каких материалов он сделан. Изначально остров был в проекте. Он сложен из кирпичей, блоков и прочего. Отштукатурен, покрашен. А это просто мебельный щит. По-моему, это 4, который мне сделали мои плотники. Все вручную, эти размеры невозможно где-то купить готовые. Рисовал его, выдумывал тоже сам. Считаю ли, что где-то ошибся? Да как будто бы нет. Но на будущее, наверное, всем бы рекомендовал деревянным все же остров не делать. Мы, конечно, на нем не готовим, но ущерб, какой-то урон дереву в любом случае наносится. Каким-то ножиком, еще чем-то. Лучше остров делать было из столешницы. А ты как-то его промасливаешь периодически или покрываешь? Да, он покрывается воском-маслом. А расскажи про потолок. Что это? Он просто не зашитый какой-то материал? Это уникальная разработка. Это просто бетонная плита. У меня плиты перекрытия в доме бетонные. Мне не хотелось слышать топот ног от деревянных полов. Почему-то у меня такое дачное воспоминание с детства. И я полагал, что топот копыт не будет слышно, если сделать бетонное перекрытие. Конечно, это утопия. Топот вот такой, его
слышно и так, но все же меньше, и ничего не скрипит. И это просто бетонная плита, которую заполировали и покрыли лаком. Потому что она для бетона очень красиво выглядит, как будто специальное что-то. Это так. Да, у меня есть один приятель-строитель, он долго не мог поверить, что это бетонная плита. Он говорил, нет, ты меня обманываешь, это какой-то микроцемент. Он говорит, это точно, нет, это не плита, так не может быть. Это плита, просто шов. Красиво сделано, все. Подписывайтесь на наш уютный телеграм-канал In My Room, ведь там очень много классных идей для интерьеров, квартир, домов. Также там вы найдете скидки и акции от наших партнеров и анонсы выходов новых видео. И ссылочку на него мы оставим в описании. Давай перейдем к гостиной зоне. Давай. Ты говорил про печь. Расскажи про эту печь поподробнее. Это Здесь камин. Камин. Да. У меня камин-печь, то есть единый дымоход. С этой стороны у меня каминная зона. Тоже все, специальный печник из, не помню, Перми условно. Приехал, жил здесь, складывал этот камин и печь. Вот, специальный человек делал эту дверцу. Очень прикольно. Я, кстати, первый раз вижу такую удобную дверцу. А она в единственном экземпляре, она придумана, собственно, нами. Не только мной, но и им тоже, он мне помогал с конструкцией. А краска какой-то специальный красили? Да, это специальная краска. Она используется для окрашивания школьных досок. На ней можно писать мелом. Грифельная? Ну, наверное, да. Это кресло я купил на распродаже. Оно целиком поролоновое, очень прикольное, как будто бы детское, но на самом деле в нем может поместиться и взрослый. Оно мягкое целиком. Очень комфортное и удобное, когда много гостей и не хватает места всем на этом огромном диване, на стульях. Кто-то берет это кресло и сидит на полу. Так, да, это медиазона. Здесь, соответственно, винильчик, телек, усилитель, ретро-колоночки, техниксы японские настоящие. Ну, короче, немного аудиофильской зоны. Расскажи про окна. Может быть, какие-то здесь у тебя будут тоже советы для наших зрителей? Может, какие окна лучше выбирать в загородный дом? Что меня действительно удивило, так это окна. Потому что я не верил в какие-то вот эти маркетинговые придумки про то, что окна могут очень круто теплоизолировать дом. Энергоэффективные окна со специальным напылением действительно очень здорово сохраняют тепло. Поэтому всем рекомендую немножечко переплатить и взять окна именно энергоэффективные. А из чего подоконники у тебя? Тоже мебельный щит, но подоконники на заказ тоже заказывал в размер. Просто деревянные подоконники. Угу. Не рассохлись за 10 лет? Подоконников, наверное, лет, не знаю, там 7. Нет, с ними ничего не происходит. Главное, чтобы древесина была сухая. Ну, у меня есть некоторое количество картин, которые некоторые подарены друзьями-художниками. Эту картину я привез с Бали. Там живет с 60-х годов один американский художник по имени Саймон. И так как мне этот художник рассказал, не знаю, правда ли это или нет, но точно Саймон дружил с Дэвидом Боуи. Верхняя Джоконда нарисована Саймоном, а нижняя Дэвидом Боуи лично. Даже фотографии я видел. Так что да, привез балишечки. А здесь такой небольшой уголок с винилом, со всякими ретро-магнитофончиками, клавишами, ну и прочие книжицы стоят. Ну и диван. Диван такой тоже удобный, большой. Он раскладывается, нет? У дивана центральная часть чуть-чуть выезжает наружу, но не полноценно в спальное место. Здесь полуторка фактически. Пару раз на нем друзья ночевали. Расскажи, какие тут сценарии освещения? Как такового сценария нет. Есть потолочный паук, купленный на маркетплейсе In My Room. И, в общем, освещение по периметру, по стенам включается дистанционно. Сейчас я вам покажу. Из любой точки дома. А ты говорил, у тебя умный дом еще здесь установлен. Ну да, у меня система отопления, там камер и прочего слежения можно управлять через приложение в смартфоне. Удобно. Очень удобно. А скажи, тебе хватает вообще отопления вот теплым полом только, если, например, какие-то серьезные морозы? В сильный 30-градусный мороз, когда отопление на полную, в этой зоне, где мы находимся, где второй свет и потолки высотой почти 8 метров, иногда пригождается плед
вязаный. Но, в общем, это издержки таких решений. Или камин. Он греет вообще? Или камин очень сильно греет, да. Но свойство камина, он греет, пока он горит. Как только он погас, он как печь уже тепло не держит, он только его забирает. Вот. А в общем и целом нет, дом теплый. А я еще хотела у тебя спросить про стену из кирпича. Вы покрывали ее чем-то дополнительно сверху? Да, стены из кирпича, чтобы он не пачкался и не мазался, все-таки внутреннее пространство покрыто лаком. И у тебя какой-то необычный лось из ковра. Это ковровый лось. Ковровый лось, да, известный. Он прибежал просто из леса, и мы его сюда определили. А это случайно не оставшийся? Это оставшееся. Да? У меня осталось очень много пеньков, вон, видишь, там во дворе. Я их раздаю друзьям, кедровые пеньки. Очень классная штука. Кто-то для интерьера использует, кто-то для каких-то других целей. Щедрые подарки. Кедровые пеньки. Так, ну вот давай посмотрим в первую комнату, в которую мы попадаем из гостиной. Расскажи, что это за комната? Это небольшая гостевая комнатка с печью. На этой печи можно спать. Почему так сделали? Что за решение такое, как Емеля? На самом деле у меня никогда не было бабушки, у которой есть деревенский дом. Я никогда не спал на печи. Мне почему-то казалось, что это очень здорово. Решили сложить печь. Изначально в фундаменте заложено было усиление под эту печь, потому что печь и дымоход очень много весит. Вот, поэтому здесь еще один фундамент фактически под печью. Очень было сложно найти печника. В современном мире мало людей, которые складывают печь по канону. Но нашли, сделали, очень круто. Можно растопить печку, спать на ней. А сверху вот это вот чем она? Это татами, японское татами. Ну, потому что, чтобы было помягче, во-первых, а во-вторых, чтобы тепло чуть-чуть изолировать, потому что печь иногда прям горячая. Как сказала одна моя знакомая, на этой печи, когда спишь, ощущение, что обнимаешь какую-то теплую большую собаку. А ты сам спал уже на ней? Да, очень много раз. Но, честно, часто не разжигаем, потому что отопление все же газовое. То есть это решение полностью было сделано из твоего любопытства, как поспать на печи? Такая придурь. А вообще комната как гостевая, да, считается? Ну, это небольшая гостевая комната с раскладным диваном и санузлом, который, как в отельных номерах, прям... Я сначала подумала, что это шкаф. Но это фактически большой шкаф, в котором есть унитаз. И душ. Вот, здесь на самом деле все очень просто. Единственное ручное, что здесь есть, помимо ширмы, это плитка. Такого размера плитки я, к сожалению, найти не смог. Пришлось купить крупноформатную и попилить ее на мелкий формат. Обычно люди, наоборот, покрупнее ищут. Но именно для этого санузла мне хотелось... Ты просто хотел, чтобы она выглядела такой мелкой, как мозаика, и поэтому... Да. Мне хотелось, чтобы плитка была как процессор в материнской плате у компьютера. Почему-то мне вот так вот хотелось. Ну, такая заморочка. Здесь все очень просто. Здесь просто крашеные стены и плитка на стене. Принудительная вентиляция у меня во всем доме. Она начинает работать по нажатию кнопки. Из интересного, большая проблема, с которой я столкнулся, это симпатичные полотенцесушители. Водяные, не электро. Я люблю прямоугольные формы, мне вообще нравится форма прямоугольника. И я нашел у одной белорусской компании, очень неожиданно, очень симпатичные полотенцесушители, которые я использовал здесь в доме. А скажи, а вот такое решение, если кто-то принимает душ, тут не скапливается влага? Даже несмотря на то, что есть вытяжка, но все равно вентиляция. В смысле, в комнате? Да. Ну, во-первых, это перегородка очень круто отделяет, изонирует вообще комнату. Влага в комнату практически не поступает. Щелей никаких особо крупных нет. Ну и принудительная вентиляция, она очень быстро циркулирует воздух. Поэтому нет, влажности в комнате нет. А тут очень видно, какие широкие стены в доме. Сталинские. Да, как в Сталинке. Расскажи, ты мне сказал за кадром, что ты не хочешь повторять такое решение. Почему? Ну, смотрите, какая штука. Когда дом проектировался и строился, хотелось его построить прямо навсегда, на века. И, наверное, такой подход, он верный, но в каких-то моментах есть перекосы, и такая толщина стен
в современном энергоэффективном мире с крутыми материалами и хорошей, собственно, отопительной системой это излишнее. И мне кажется, такой толщины стены, которые даже сигнал сотовой связи не очень хорошо пропускают, это избыточно. Сталинские стены нужно оставить в прошлом и строить оптимальнее из современных материалов. А что бы ты сейчас использовал? Какой материал? Ну, я как минимум эту стену делал бы, наверное, в 2 раза уже. Вот. Материал также использовал керамоблок, но просто, наверное, другого размера и формата. Угу. А подоконник у тебя из? Это подоконник из плитки. Просто плитка здесь на подоконнике. Сейчас, секунду. Что еще раз? Можно попилить? Попилить? Вот на самом деле еще, наверное, минут 10 нельзя, а потом можно. Хорошо. Подоконник, сделанный из широкоформатной плитки, то есть вырезанный в размер и на раствор, заподлицо, да, сделанный. И, как я понимаю, сейчас подошла к месту, где можно лежать на печи, это тоже керамогранит? Да, сверху? это та же самая плитка. Ага. А почему решили? Я думала, что это фишка лежать на печи, это что-то тоже, наверное, должно быть кирпичное, что-то ассоциация такая. Ну, как будто бы такой японский стиль здесь немножечко. Здесь тоже керамогранит сверху. Не самое удачное решение для печи тоже, потому что из-за температурных перепадов широкоформатная плитка немножко иногда отстает. Здесь плитку переделывали. Поэтому обычно изразцы, да, они небольшого размера, чтобы они лучше держались. Ну и плюс в том, что печь кладется не на раствор, она кладется на такой глиняный какой-то состав, да, и использовать плиточный клей на печи как будто бы нельзя. Ну, в процессе того, как проектировали печь, захотелось использовать какие-то старые элементы, поэтому вот эти дымоходные дверцы и юшки, они тоже старинные. Расскажи про двери, да, давай про двери, тут их видно больше всего. Двери такие достаточно современные, да, для такого интерьера, избы. У тебя такое как бы смешение стилей. Да, в общем, в целом про двери не знаю, чего рассказать. Просто обычные современные двери с магнитными замками, комфортные, удобные, с неплохой звукоизоляцией, ничего особенного. Все же, несмотря на то, что это изба, хочется иметь современный уровень комфорта, жизни, и некоторые элементы, конечно, они вынуждены иногда и добровольно должны быть классными и модными. Ну давай дальше пройдем, давай посмотрим прихожую. Окей. Это как бы основной вход в дом. Это основной вход в дом, а также выход. Кстати, калитка, сделанная тоже по моему проекту вручную, если обратили внимание, она на такой оси вращается. Здесь уже другой кирпич. Вы можете сейчас видеть кирпич, который использован на наружной кладке. Это современный облицовочный кирпич, энергоэффективный, полый внутри. А это английский кирпич, и он здесь в перемешечку использован, потому что фактически эта прихожая изначально была крыльцом. И придумать ее, изолировать, мысль пришла позже. Изначально это было такое крыльцо, и фактически это наружные стены. И по наполнению это такая необычная вешалка, как будто бы из карабинов. Это твое ноу-хау тоже? Делал не я, но да, мне понравилась эта лофтовая стилистика. Вообще дом изначально был наполнен какими-то лофтовыми по большей степени элементами. Сейчас я от них немного избавляюсь, заменяю их на какие-то другие предметы интерьера. Ну да, эта вешалка, она мне близка по духу. Ну и давай пройдемся по оставшимся помещениям. На первом этаже покажи, что дальше. Показываю вам техническое помещение, это топочное. Также иногда я ее называю комната грязи, потому что сюда можно составлять все, что ненужное и бросается в глаза. Вот. Здесь котел на 200 литров. Да, котел, бойлер на 200 литров, газовый котел, система отопления. Фактически это отопление контур первого этажа, второго этажа и отдельно гараж-мастерская. В общем, все. А расскажи про газ. Здесь ты говорил, у тебя газ Гольдер, да? Насколько это удобно в контексте постоянного проживания?
Как часто нужно его пополнять? Газгольдер вообще это удобная штука, всем рекомендую. Это недорого в монтаже. Сам газгольдер стоит вменяемых денег. Сам газ сжиженный, он дороже, чем обычный газ, который поставляет по трубе. Но разница, опять же, некратная. Если у вас нет возможности подключить магистральный газ, то это очень хороший выход. Разницы особой в эксплуатации нет. Единственное, в зависимости от объема газгольдера и потребления вашего дома, нужно его периодически заправлять. Я заправляюсь раз в полгода. У меня небольшого объема газгольдер и большой дом, при этом он много тратит газа на отопление. Но в целом вы можете закопать газгольдер и раз в 2 года его только заправлять, обслуживать. Да и в общем, не хлопотная штука. Так, ну и сейчас сердце дома, моего ретро-дома. Это гараж-мастерская. Здесь постоянно происходят какие-то работы. Что-то пилится, что-то режется. Какие-то сокровища, да, реставрируются, восстанавливаются. Так что рабочая зона. Красота. И ванна у тебя тут? Это ванна для собаки, лапомойка. Очень удобно. Большая собака запрыгнула, лап помыл. Еще один санузел. На американский манер свет включается изнутри. Отчасти, чтобы не портить красивый старинный кирпич. Ну, эту раковину, например, я привез с Бали. Просто самолетом. Она тяжелая? В огромной коробке. Около 30 килограмм. На досмотре меня спрашивали, что это. Долго по-английски не могли понять, что я им говорю. Я сказал, что это камень. Они очень удивились, уточнили, зачем мне камень. Я сказал, что я очень люблю Бали, поэтому везу камень с Бали. Они мне поклонились, сказали, что я странный человек, и отпустили. Но ты растопил их сердце. Я, безусловно. Ванна. Да, тоже гостевая получается такая. Ну, как будто бы общая. Прежде чем попадем на 2-й этаж, расскажи про лестницу. Из чего она сделана? Я вижу, у нее подсветка еще есть. Нет. Из какого... Нет? Это... Нет. А что это за такие штуки в Это? подступенках? Ага. Где? Вот эти? Да. Лестница, шкаф. Тогда показывай. Я думала, это светильники, конечно. Нет. Так, ну, в целом ничего необычного, просто я посчитал, что системы хранения никогда не хватает, и для мелочей системы хранения могут быть в лестнице. Поэтому это такая лестница-шкаф. У тебя каждая ступенька с шкафчиком? Практически каждая, да. Вот. Частично лестница деревянная, сделанная, ну, опять же, вручную, как и все в доме. А частично она залита из бетона. В процессе строительства ее спроектировали таким образом, чтобы она комфортно выходила в центр 2-го этажа, куда мы сейчас и пойдем. Угу. Вторая часть лестницы, она залита из бетона. Изначально при строительстве дома это так было запланировано и спроектировано. И отделка просто керамогранитом, плиткой. Единственное, чего здесь не хватает, это ограничительного стекла, которое будет смонтировано буквально в ближайшие дни. А вообще, какой функционал у 2-го этажа, вот конкретно у этого пространства? Изначально мне казалось, что это будет классный кинозал. То есть пространство, и эта стена, проектор? На нее будет проектор проецировать киношечку. Но как будто бы мы с друзьями тусуемся все время на 1-м этаже, и это просто классный холл. Большой, классный, с высокими потолками и выходом на балкон. А давай посмотрим, что на этом балконе. Давай посмотрим. А здесь тоже теплые полы, соответственно? Везде теплые полы. На балконе сейчас будет чуть-чуть холоднее, потому что он отключен. Нет смысла отапливать балкон. Здесь как будто бы зона кабинета. Ну, здесь небольшой кабинетик такой. По факту я здесь не очень провожу свое время. Просто какие-то бумаги хранятся и прочее. В общем, функционал у балкона не очень богатый. Это просто балкон, с которого можно смотреть вниз. Наслаждаться 2-м светом дома. Ну да, обычно это производит в первый раз, когда попадаешь в дом, некий вау-эффект, когда ты выходишь, такой вау, там лес, как здесь здорово. Но в ежедневной жизни ты сюда не попадаешь и не ходишь особо. И очень удобно, кстати, один лайфхак, когда у тебя есть балкон и 2-й свет, какую-то вещь, которую можно сбросить вниз, чтобы не носить,
типа подушки там или еще что-то, просто туда отправить. И такой, гости там спросили, ой, а можешь мне куртку принести, чтобы погулять? Такой, да, лови. Мгм. А это вторая как гостиная, получается, здесь, зона отдыха. У тебя какой-то антиквариат здесь стоит. Фактически. Это не совсем антиквариат, это просто резная мебель, привезенная из Пакистана моими родителями. Ей не так много лет 30-40, не больше. Мгм. Балкон. Балкон, да. Тут прям шале такое. Здесь прям, да, здесь прям выход на елку, балкон. Где-то Всё Альпы. красиво. Как будто бы я думал, что я буду здесь чаевничать, пить чай каждое утро на специальном таком стульчике с чашечкой. Нет, конечно же, в реальной жизни балкон — это просто элемент дизайна дома, экстерьера, но функциональной никакой нагрузки он не несет. Ну давай посмотрим, что по помещениям здесь еще есть. Здесь опять же двери скрытого монтажа, опять в таком доме что-то современное очень. Да, это дверь скрытого монтажа, которая открывает нам мир в комнату грязи. Еще Прошу. одна? Уже Еще же одна была. Еще одна. Ну, я коллекционирую. На самом деле, это такая немножечко, так скажем, бардачная, недоделанная гостевая комната. Мои друзья ее называют комната мастера. Не буду говорить почему. Вот. Я здесь храню свои шлемы многочисленные, какую-то спортивную экипировку. Ну, в общем и целом, спальня и спальня. И там шкаф еще какой-то. Или это просто перегородка? Это недоделанный санузел. А, и тут тоже должен быть санузел. Да. У тебя в каждой спальне получается санузел. Да. Здесь умывальник должен быть и унитаз, но они, не куплены, не замонтированы, и временный склад. А у тебя получается 2 стояка, да, в доме? У меня Сантехнически. получается, да, Угу. 2 стояка. Так, ну пойдем из комнаты грязи. Иногда так. Комнаты почище. Давай включим свет только, пожалуйста. Ого! Фокусы. Ну давай рассказывай, что тут. Да, в общем, это холл. Как будто бы я думал, что здесь должны висеть картины, но когда уже все построили, стены покрасили, двери вставили, мне так понравился этот минимализм, эти белые стены, эти балки, другое слово есть у рубленого дома. Вот, это просто коридорчик. Стропила. Стропила — это поперечные. Вот. Опять не попал. Это еще одна гостевая спальня. Спальня библиотека. Ну, такая маленькая библиотека. В общем и целом здесь спят люди. А сколько они у тебя примерно все одинакового метража спальни? Нет, все разные, все разные. По-моему, это самая маленькая и самая уютная. По слухам, здесь лучше всего спится. Так, идем так называемый master bedroom. В таком немножко японском, минималистичном стиле. Здесь большая самая кровать. Сколько она получилась в ширину? Знаю точно, матрас 2 на 2. Значит, она 180. Кровать чуть больше. Наверное, где-то 2,40. Вот. Ну расскажи, что у тебя, как тут устроено. Ну что, тут деревья сквозь крышу растут, здесь красиво просыпаться. Классно, что вы сохранили деревья, не стали деревья пилить из-за того, что строили дом. Дом строили вокруг леса, это правда. Ну, уничтожать 150-200-летние сосны, конечно, очень жалко. Они могут нанести ущерб дому, и такое случалось как-то раз. На крышу падало дерево, но что поделать, когда тебе хочется жить в лесу, это вынужденные какие-то лишения, которые ты должен терпеть. У тебя, кстати, прикольные прикроватные тумбочки, как будто перевернутые стаканы. Это и есть перевернутые тумбочки. Ага. Просто когда я их заказывал онлайн, когда они приехали, мне показалось, что так они гораздо лучше выглядят. Вот, так. Ну, А ты рассказывал еще про трещины. Вот тут, кстати, видна трещина. Это издержки деревянного дома. И когда у тебя межкомнатные стены, соответственно, из бетона и кирпича, дерево играет, и трещина неизбежна. С этой трещиной уже 3 раза пытались бороться, ничего не помогает, никакие, все прочитано, все изведано, самые лучшие мастера занимались этой трещиной, она непобедима, поэтому я ею горжусь, она самая классная. Думаю, как-то это обыграть интересно. Надо имя ей дать. Обязательно, это трещина Владимир.
Так. Вот, это комната-шкаф. Систему хранения еще не успели замонтировать, она уже заказана. Да, сушка такая какая-то купленная где-то, очень удобная сушка. Угу. Санузел. Проходной. Как Проходной. пришло такое в голову решение сделать проходным санузлом? Как-то шло и пришло. Да, идея с проходным санузлом пришла в голову как-то внезапно. Я посчитал, что если у тебя 2 двери и 2 замка, то будет здорово, если санузлом пользуешься и ты, и твои гости, если им нужно. И в принципе это рабочая схема. Ни разу не было так, чтобы кто-то здесь был застигнут за своими грязными делишками. Вот, я очень люблю валяться в ванной, я прям люблю лежать в ванной. И я подумал, что лежать в ванной с видом на деревья, с видом на сосны, на ели, это очень здорово. Вот, из интересного, вот этот кран, кстати, тоже с Бали привезен. Очень долго и мучительно думали с мастером, как его инсталлировать, потому что, к сожалению, у нас в России их немного продается, и мастера, как правило, не сталкивались с тем, как монтировать кран напольный без смесителя. То есть это обычная рядовая тема для Азии, когда смеситель у тебя в стене. А вот для России это нетипичные вещи. В итоге здесь подводка к крану идет хитрым образом, она двойная, она приходит в него, возвращается туда. Короче, сложно. А если это менять, то что делать? Все разбирать? Конечно, да. Если об этом думать, то ремонт Это вообще да. бессмысленно делать. У тебя какой-то необычный унитаз. Мы обычно про них не говорим, но здесь... Да, унитаз вполне обычный. Просто этот ободок унитаза привезен из Японии. В Японии очень популярно, как сказать, очень модно в комфорте содержать свою задницу. Поэтому это унитаз с пультом управления. Если нажать кнопки в определенной последовательности, можно улететь в космос. Там и кондиционер, в смысле охлаждения жопки, там и выезжает штучка, которая моет ее, там все. Короче, это кайф такой, да? Приезжайте в гости без камеры, да, и будем унитазом рулить. Знаешь, честно, выглядит, когда ты в Японии первый раз с этим сталкиваешься, ты такой, чё за дичь, а еще в иероглифах все. Но когда ты к этому привыкаешь спустя пару недель, тебе без этого жить не очень круто. Отопления здесь хватает, не холодно? О, здесь-то это маленькое помещение, конечно. И по отделке здесь просто керамогранит и дерево. Керамогранит и дерево, да. Да, интересный случай с этой люстрой произошел. Она была привезена из Италии, и когда ее уже замонтировали, подключили здесь, оказалось, что она не супер ярко светит. Но деньги уплочены, как говорится. Что делать? Придумали вот что. Мы супер светосильную 200-ваттную диодную лампу повесили в центр, и получилось поярче. Ну, это так, хозяйки на заметку. Так, ну что, пришло время прощаться и выпроваживать вас отсюда. Что хотелось бы на прощание сказать? Если у вас какие-то вопросы будут ко мне по тому, где купить или как сделать, как спроектировать, вы всегда можете написать этот вопрос в комментариях, и лично я вам отвечу.